Ты даже называешь меня подсолнушком. А кто здесь солнце? Я не... Иногда я думаю, что для тебя я просто еще одна из деталей Аланта. Лично, теперь нам никто не помешает. Лучше бы этому зерну найтись, иначе я скину тебя вниз своими собственными руками и прыгну следом. Впечатляюще. Он не имеет права быть таким красивым. Утилитарная одноразовая вещь, которая растворится и рассыплется в прах, как только исполнит свою функцию. Интересно, не приходила ли такая мысль людям, когда они создавали нас? Одноразовые артефиты, оставшиеся пылью на поверхностях далеких планет, ветви человеческого древа, протянувшиеся в космос как жест дружбы и не нашедшие ответа. Люди решили за нас, насколько красивыми нам быть. Люди решили, какую функцию мы будем исполнять до самой смерти. Что ж, хоть в чем-то видно родство. Они собрали нас по своему образу и подобию. Теперь я тоже решаю за других. Я решаю, когда этот прекрасный, выращенный моими руками челнок умрет. Я могу решать и за Мири тоже. Может быть, это она решила за меня, выбрала зерно из многих, дала ему послушать голос катализатор и вывела на стартовую площадку. За несколько дней вырастила из Эйна мечтателя, Эйна героя, Эйна самоубийцу. В таком случае у меня есть шанс ей отомстить. Зависит от того, что считать местью, конечно. Я могу спуститься в руины один, могу решить за Мири, когда ей разрешено и уместно повернуть назад в попытках подружиться с Метналом. Чтобы спасти ее от ужасной судьбы, чтобы дать ей шанс извиниться перед Сабу. Чтобы отрезать ей путь вперед, отобрать у нее последний шанс на раскрытие тайны чужого послания. Или я могу сходить за ней прямо сейчас, чтобы забрать ее вместе с собой в ад. Чтобы дать нам обоим то, о чем мы так долго мечтали. Интересно, в каком варианте я пытаюсь сам себя убедить? Интересно, что я хочу выбрать на самом деле. Оставить Мари позади и спуститься одному. Сходить за ней и прямо сейчас спуститься вместе. По спине пробежала крупная дрожь, словно огромная ладонь прошлась по позвоночнику и взъерошила волосы на затылке. Только по этому признаку я понял, что уже принял решение. Когда я успел его принять, утром, ночью, не имеет значения. Теперь, когда мое собственное решение стало мне очевидным, остается только действовать. К счастью, на пусковой площадке никто не появляется годами. Я успею спокойно сходить за Мири и вернуться к челноку. Эй, челнок, тебя ведь не сдует ветром, правда? Будет очень символично, если ты убежишь без меня, как я чуть не убежал без Мири. Я бы дал тебе имя, но лучше не развивать лишней эмпатии между нами. Ведь тебе придется пожертвовать собой ради нас. Все, никуда не уходи, я скоро вернусь. Забавно, волнение, страх, сомнение, все ушло, как вода в сухую землю. Словно моя душа только и ждала этого момента. И будто я именно для этого и был создан. Все верно, мы были созданы, чтобы действовать, а не сидеть луковицами в горшках. Так вот почему мне весело. Мири, идем скорее, все готово. Ох, ёпт. И не страшно тебе так кричать в цитадели Сабу? Что это такое у тебя вообще? Ты стрёмная стала?
Она ушла навстречу. Кактус мне фикус. Это на тебя... Это что на тебе такое? Обычный силовой костюм инженера. Ты же не думал, что я спущусь вниз без подготовки? Я не такая легкомысленная, как выгляжу. Да, да, конечно же, я тоже подготовлен морально. От стыда кровь так сильно прилила к голове, что уши запульсировали жарким огнем. Откуда ты знаешь, что Саба ушла? Она сегодня встречается с Йолли. Мать природа, как ты смог это устроить? Чем ты подкупил Юли? Или это был шантаж? Ты не поверишь, но они сами так решили. Кажется, у них нашлось много общего. Удивительно, правда? Казалось бы, они такие разные. Шишки, гнилушки, что я несу? Правда? Ну, это хорошо. Это к лучшему. В конце концов, мы отправляемся в довольно опасное путешествие. Вместе. Ты и я. Да, ты и я. Лучше и не знать, что я был в шаге от того, чтобы оставить ее позади. Ого. Да, даже немного жаль тратить его на спуск. Не каждый день я выращиваю такое. Как ты пронес его по коридорам? Нет, нет, конечно же, он вырос прямо здесь. Спасибо. Спасибо, что помогаешь мне. Я стою здесь, рядом с ним, только благодаря тебе. Да, да, не за что. В общем-то, на самом деле это было не удивительно, на удивление просто. Самой волнительной частью было ожидание. Ладно, стоит поторопиться, пока он не отделился от черешка, ветер усиливается. Темный салон челнока стал еще непрогляднее, когда чешуйки, прикрывающие вход, сошлись за спиной Мири. Кажется, мы украли одноместный челнок. Если я вздохну, он лопнет. Может быть, он не дозрел? Но рост уже остановился. Ай. Прости. Все, у меня начинается клаустрофобия. Садись ко мне на колени. Что? В этом костюме я теперь больше тебя. Тебе придется сесть ко мне на колени. Нет, я постою. Ай. Если ты не сядешь ко мне на колени, кому-то придется сложиться пополам. И это точно буду не я. Ладно, ладно. Тепло, даже жарко. Как жаль, что сижу я на твердой коре инженерного костюма. Мири даже не ощущает моего веса. О, челнок сдвинулся. Приземление будет жестким, никаких тормозных приспособлений я снаружи не заметил. Придется тебя обнять. Ну, тут уж ничего не поделаешь, придется так придется. Шишки, иголки на руках, у нее тоже кора костюма. Как же не везет. Удивительно, ее дыхание не жаркое и совсем не щекочет шею. Спокойное, равномерное, словно касание травинки. Совсем не этого я ожидал, но почему-то я ничуть не расстроился. Желудок скакнул к горлу, подошвы ног оторвались от пола и зависли в воздухе. Держись. Это ты меня держи. Голова заполнилась свинцовой тяжестью. Звенящие холодком пальцы рук отказались сжиматься в кулак. Как чернота может стать еще чернее? Эйн! Бам! Боль накатывает волнами. Мозг купается в ней, шипит и растворяется, словно комок соды в воде. Больно дышать. Больно держать открытыми глаза. Ты где мы? Симбионт методично и заботливо расставляет кости по местам. Остается только лежать и слушать пощелкивание суставов.
входящих обратно в свои лунки. Зачем люди оставили нам боль? Такое глупое решение. Тело способно выдержать столь много без последствий, столь многое без последствий, но мозг все равно получает удары, от которых нелегко оправиться. Наверняка у психологов есть миллионы причин, по которым боль необходима для покорения неизведанных планет. Но теперь мне остается только лежать и, извиваясь от огненных вспышек в теле, и скрипеть зубами. Особенно резкой вспышкой пальцы ног сообщили о своем присутствии. Значит, можно встать или хотя бы попытаться. И где это я? Мире? Мире? Сучьи палки, чтоб меня. Я все-таки выпал из чертова зерна. Как же глупо, как неловко, позорно и глупо. Ну да, чего еще ждать от такого лабораторного урюка, как я? Даже Мири оказалась более подготовленной. Ладно, она рядом с челноком. Нужно всего лишь найти их обоих. Пока у нас есть возможность подняться обратно домой, мы в полной безопасности. Просто прогулка. Но куда идти? Эти инопланетные постройки не такие чуждые, как я себе представлял. Есть твердый плоский пол под ногами, стены по бокам и потолок над головой. Это уже отсекает бесчисленное множество самых безумных вариантов ксенофобии, ксенобиологии. Сухой холодный воздух пахнет смертью. Нет, даже не смертью, а пустотой, отсутствием жизни. Но все же, вопреки всему этому, в уродливых и мозголомно неприятных конструкциях искрит и светится энергия. Может быть, метнальцы давно скинули, но их сознания еще живы. В этом и кроется опасность. Исследовать гробницу легко, а вот работающий завод — это совершенно другой фрукт. А завод, работающий неправильно, превращается в смертельную ловушку. Спасибо, Эйн, большое спасибо за эти обнадеживающие мысли. Тебе ведь совсем не нужно идти в тот коридор впереди, в конце которого сияет подозрительный свет. Или действительно не нужно? У Мири есть защитный костюм, она может найти меня сама. Вполне вероятно, что она заметила место моего падения и теперь идет сюда. Оправдание, оправдание. Пойдем на поиски. Наконец-то, спустя столько лет ожидания, я нахожусь рядом с тем, ради чего мы сюда прилетели. Как я могу сидеть на месте? Тело переполняет зуд нетерпения. Или, может быть, это срастаются кости. В любом случае нужно двигаться. Мертвый металл переходов и платформ гремит под ногами. Тут ходили сами метнальцы. Они строили этот зиккурат для себя. Мне ничего не грозит. Кроме невидимых излучений, непригодных для дыхания газов, слишком подходящих под мою физиологию вирусов, сломанных устройств, готовых разрядиться сквозь меня в любой момент. Мозг, ты можешь заткнуться? Все, я пошел. Ты выключил свет. Точно такое же место, как и то, из которого я пришел. Точно такое же пятно моей крови на полу, точно такая же пыль, разметанная моими ногами. Интересное совпадение. Коридор все время вел прямо, я уверен. Неужели падение все-таки повредило мозг? Лучше сделать паузу. Возможно, глупому розовому желе в моем черепе нужно время, чтобы улечься обратно. Думаю, я смогу уснуть на этом полу.
Пуховая подстилка там, на Эйланте, мягче металлических плит, только в первые 5 минут. Еще один способ закалить исследователей или просто экономия. Эйн, ты жив! Стой, 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 не закрывай глаза! Оставайся со мной! Ты в порядке? Ты не ранен? Мири. Спокойно, спокойно. Глубокий вздох. Она смотрит прямо на меня, так что лучше взять себя в руки. О, ты все-таки нашла меня, а я уж начал было немного волноваться. Немного? Мне бы твое спокойствие. Я чуть с ума не сошла. Эти коридоры и переходы, они ведут себя не так, как должны. Я запомнила примерное направление, в котором тебя вышвырнуло из капсулы, но, кажется, добралась сюда только по чистой случайности. Что ты имеешь в виду? Увидишь, когда мы решим куда-нибудь пойти. Тогда стоит вернуться к челноку. Мы ведь сможем сделать это тем же путем, которым мы пришли сюда. О, нет. От одного только выражения ее лица сердце раскаленным яблоком провалилось в желудок. Он разбился. Кажется, он действительно был одноместным или недозрелым. Учитывая мой костюм, мы весим за 4 артефитов, а то и больше. Прости. Это не твоя вина. Едва зажившая рука заныла от удара по полу. Как мы могли быть такими глупыми? Даже мелкий росток придумал бы план получше. Получше? План логичен и прост. Рано или поздно нас начнут искать. Тогда офицеры будут вынуждены организовать экспедицию сюда, вниз. Мы не оставляем им выбора. Сабу их порвет, если они откажут. Стой, провокация? Так вот, что было твоим изначальным планом. Так скажем, это запасной вариант. Главфрукт не выдержит и отправит за нами реальный отряд. Ты просто использовала меня, чтобы провокация вышла потолще. Эй, ты сам подошел ко мне первым, не забывай. К тому же ты сам слышал радиопослание и сам сказал мне, что оно значит. У нас не было времени, у нас и сейчас его нет. Злиться на Мире почему-то не получалось. Да, вышло очень эффективно. Объединенные силы Йолли и Сабу, требующих спасти своих подопечных, уговорят даже главфрукта. Да, меня использовали, но я не ощущаю себя использованным. Да нет, почему? Почему сразу использовали? Впрочем, об этом можно подумать позже. Сейчас есть дела поважнее. Послание. Я так рвался стать первооткрывателем, искателем сокровищ, что да, совсем забыл, зачем мы здесь на самом деле. Важная цель, близкая и понятная. Кто-то нуждается в нашей помощи. Мы не в беде, мы спасатели. Яблоко сердца поднялось из желудка обратно и ударило в голову жаркой волной. Ты права, я готов. Пойдем прямо сейчас. Ты ведь не забыла радиочувствительную лозу? Да, как раз об этом. Сейчас ты увидишь все сам. Ей звездец настал, да? Она глянула на стебель, растущий из костюмного рукава, и зашагала к темному провалу коридора. Ну и широкие же шаги у нее теперь. Мне придется догонять ее трусцой, если я не пойду прямо сейчас. Но выбора нет, опять же. Другие стены, другой пол, уродливые наросты чужеродной техники изменились, оставаясь все такими же непонятными. Даже свет другой. Хотелось бежать дальше, обыскивать одно помещение за другим в надежде на открытие, но Мири остановилась, не сделав и 2 шагов вглубь нового зала. Что-то случилось? Посмотри сам. Лоза теперь указывает обратно, назад, в коридор, из которого мы вышли.
А где эта лоза-то, ё-моё? Значит, наша цель в коридоре, но как же мы прошли мимо нее? Вот именно. Ты шел рядом со мной. Я не сошла с ума. Ты не сошел с ума. В этой пустой трубе ничего не было. Наша цель в глубине стены, над потолком, под полом. Тогда было заменяло направление плавно, но она просто перещелкивает. Скажем, так сильно, что почти ломается. Как будто источник сигнала только что телепортировался нам за спины. По спине пробежали мурашки, я рефлекторно оглянулся. Звучит страшновато. Но это возможно, разве нет? В конце концов, перед нами явно технологически продвинутая цивилизация, скорее всего, гораздо более продвинутая, чем мы. Вполне возможно, что он постоянно перемещается из одного конца этой структуры в другой. Да нет. Или перемещаемся мы. Скорее вот это вот. Новый забег мурашек по коже вызвал беспокойное шевеление листьев симбионта. В таком случае меня начинает беспокоить другое. Если мы перемещаемся на приличное расстояние через пустой коридор, сами того не замечая, то какой же уровень технологического могущества у метнальцев? Что способно вызвать у них такие проблемы, из-за которых они отправили зов о помощи? Я боюсь, что мы откусили больше, чем можем переживать. Нет смысла беспокоиться. Мы или справимся, или нет. Просто отлично. Что дальше, госпожа в доспехах? Если сквозь пространство бросает нас, то рано или поздно мы все равно исчерпаем весь объем этих руин и найдем свою цель, как я нашла тебя. Если же источник бегает от нас сам, остается надеяться на удачу. Или на то, что он догадается остановиться. Значит, от лозы нет смысла. Мы можем просто ходить наугад. Нет, я все же пытаюсь следовать ее указаниям. Это успокаивает. Дает ощущение контроля, понимаешь? Конечно, понимаю. Не просто понимаю, а завидую. Мне самому бы сейчас не помешало ощущение контроля над происходящим. Тогда вперед, указывай путь. Так точно, командир. Тяжелые широкие шаги силового экзоскелета выдавали глубокий бом, однократно отражавшийся от стен зала. Мири уверенно зашагала обратно в коридор. Как же она изменилась, словно инженерный костюм укрепил не только ее тело, но и добавил твердый стержень в ее характер. Удивительно, как быстро разнообразие чужих механизмов слилось в монолитный белый шум. Мозг устал от попыток найти что-то живое и близкое среди резких линий и ровных граней. Все же последних частиц ускользающего внимания хватало на то, чтобы понять, этого зала я раньше не видел. Новое на месте старого. Шли обратно и пришли куда-то. Ну вот хорошие новости. Скачем в пространстве мы, а не источник сигнала. Значит, рано или поздно мы его найдем. Или скачем и мы, и он, и эти чертовы комнаты. Спасибо за позитивное мышление. Всегда пожалуйста. Стараюсь держать оптимизм в рамках. Очень уж меня давит предчувствие, что нам предстоит перемещаться не 1 десяток километров по этому лабиринту. Слушай, может мне тебя понести? Еще чего. Шучу, шучу. Но ты имей в виду, на всякий случай. Шагай уже. Просто шутка, но за этой шуткой кроется искреннее беспокойство. Мири чувствует то же, что и я. Никогда бы не подумал, что холодный и сухой воздух может быть душным. Мири остановилась так резко, что я чуть не врезался ей в спину. Одного взгляда из-под ее плеча хватило, чтобы понять причину остановки. Мы были здесь. Да, очевидно.
Если пройденные залы будут повторяться так часто, то путь может выйти очень длинным. Что, уже хочешь на ручки? У тебя в скафандре заработал генератор едких формулировок. Без костюма ты мне нравилась больше. Мне раздеться? Конечно. Хватит, пойдем уже дальше. Давай раздевайся. Пусть болтает и шутит в мой адрес сколько угодно, если это помогает ей справиться со стрессом. К тому же, как я могу что-то ей запретить, когда она так радостно улыбается? Для такого хрупкого и скромного цветка, как она, силовой экзоскелет – форма психотерапии. Нужно будет украсть себе один из таких костюмов, когда мы вернемся на Айланд. Если мы вернемся. Хватит думать, следующий коридор. На этот раз Мири даже не замедлила шаг. Она раздраженно протопала весь зал насквозь, не промолвив ни слова. Нет смысла что-то говорить, я знаю, о чем она думает. Я тоже ощущаю холодный пот страха и паники, так долго скрывающийся в глубинах живота, теперь он прорывается наружу, словно липкая роса. Руины напомнили нам, что чужие здесь мы. Мири остановилась на пару мгновений до моего падения на пол. Ладно, можешь понести меня, раз уж так этого хочешь. Я вижу свои ноги, но не чувствую их, это нормально? Я не понимаю. Когда я искала тебя, то прошла десятки залов, и все они были разными. Наверное, я проклят. Как только ты нашла меня, все пошло наперекосяк. Это петля, карман, замкнутый пузырь пространства. Ловушка, это называется ловушка. Ну вот, я сказал, это запретное слово, которое мы думали последние несколько часов, но боялись произнести вслух. Что теперь? Если мы заперты в отдельной петле, то экспедиция Сайланта может нас и не найти. Здесь нет ни воды, ни подходящего света. На последней фразе ее голос надломился. С досадой я чуть не треснул себя по лбу. Увлекшись уязвленным самолюбием, я забыл, что скрывается под силовой броней инженерного костюма. Нежный росток, на который я свалил всю тяжесть положения. Думай, Эйн, думай. Ты готовился к этому моменту всю свою жизнь. Зачем тогда были нужны все эти книги? Заперты в петле, говоришь? Даже в этом костюме я не смогу сломать стену, если ты об этом подумал. Нет, я подумал о том, что зачем ментальцам делать такой пузырь в своей собственной постройке? Ловушка в гробнице от любопытных воров, как в древних пирамидах людей. Нет, мы так переносим человеческую логику на чужой вид. Это ошибка. Ладно, что ты предлагаешь? О чем думаешь? Ты как-то нашла меня, ты сама сказала, что видела десятки залов на своем пути. Это не петля и не пузырь, это спираль с хвостиком. Спираль. Как локон волос, накрученный на палец? Да, или завиток вьюнка. Мы не заперты, мы просто ушли по виткам слишком далеко от хвостика спирали. Но зачем? Почему это существует? Может быть, это склад пространства или что-то вроде того. Пространство сложили гармошкой в эти 3 зала, чтобы брать отсюда по необходимости. У меня сейчас мозг гармошкой сложится. Это всего лишь мое предположение, не думай над этим слишком сильно. Ладно, я поняла. Ты предлагаешь вернуться к началу спирали. Помнишь, ты сказала, что стараешься идти в том направлении, куда указывает лоза? Это было отличной идеей, потому что теперь мы можем просто идти против ее указаний. И тогда вернемся точно по собственным следам. Вся эта идея звучит как чушь от начала до конца. Но у меня нет других вариантов, так что давай попробуем. Не вставай, я тебе понесу.
Что? Ты забыл, как долго мы сюда топали? Теперь ты предлагаешь пройти весь этот путь обратно, а ты уже не чувствуешь ног. Ох, об этом я как-то не подумал. Тогда я просто отдохну, ладно. Как только отпала необходимость двигаться, глаза закрылись сами собой. До этого момента я и не подозревал, насколько устал. Ничего удивительного, но один шаг в мире теперь приходился... На один шаг в мире теперь приходится 3 моих. Поскрипывание экзоскелета, жесткая древесина, сжимающих меня рук и мирное покачивание живо напомнили Айланд. Надо же, кажется, я немного скучаю по дому. Нельзя спать, нужно держаться. Если я не буду развлекать в мире, эти однообразные переходы сведут ее с ума. Нужно открыть глаза. И теперь снится сон. Кажется, я вернулся. Или я никуда и не уходил. Конечно же, как я мог куда-то уйти? Мне нужно найти способ спуститься с Айланта на поверхность планеты. Да, точно. Мы не зеленые, потому что мы не воры. Что? Мы могли бы быть зелеными, представляешь? С зеленой кожей, ногтями, белками глаз. Или в таком случае их называли бы зеленками, зеленушки глаз. Может быть, даже с зелеными зубами. Подожди. Мне нужно записать это в журнал. Может быть, именно такими нас и задумывали. Но мы не воры. Да где же этот чертов журнал? Мы не стали красть зеленые зубы? Не зубы. Мы не стали красть хлоропласты у своих симбионтов. Помнишь о клетопластии? Конечно. Мы могли бы заимствовать хлоропласты у своих симбионтов и использовать их в теле. Фотосинтез без посредника. Все продукты только нам. Звучит неплохо. Угу. Но мы не воры. Может быть, мы слишком любим своих симбионтов. Может быть, они не хотят отдавать нам свое преимущество. В конце концов, в нашем теле клетопластиды быстро разрушатся, и придется отнимать их у симбионтов снова и снова, доить их. Если не найду журнал исследований и не запишу все это, Йоли жутко разозлится. Почему бы тогда нам не стать растениями самим? Вот именно, Эйн, вот именно. Кто-то запретил нам это делать. Кто-то? Мерзкие людишки, конечно же. Симбионты — наши цепи, наши охранники. В конце концов, воровство — это игра без правил, работающая в обе стороны. Если красть можем мы, то могут и они. Если есть клептопластиды, то есть и клептопротеин. Лептопротеин? Украденный белок? Только представь себе листья из мяса, покрытые мягкой кожей и легким пушком волос. Прожилки, наполненные кровью и лимфой. Почему ты не записываешь, Эйн? Где мой чертов журнал исследований? Эйн!